Завтра у его единственной внучки день рождения. Ему так хотелось порадовать ее чем-то значимым и необычным. Андрей сидел на крыльце, курил самокрутку и гладил по голове преданного друга — волка. «Сколько всего произошло в его жизни», — вспоминал Андрей, — «на целый роман хватит. Вроде он простой деревенский парень, такой же, как и все другие. Но таких моментов в жизни мало кому выпало пережить. Женился он рано на девушке, которую очень любил, и она его тоже любила, из армии ждала. Родителями они стали тоже еще совсем молодыми, хотя Верочке врачи запрещали рожать, сердце у нее оказалось слабое. Но молодые очень хотели детей, и не одного, а много. Но вышло все совсем по-другому. Родила жена ему сынишку, а сама совсем слегла. Даже по дому работать была не в состоянии. Ничего тяжелее веника не давал ей Андрей поднимать. «Нельзя», — говорил ей, — врачи запретили. За ребенком сам ухаживал, еду готовил, по хозяйству управлялся. Все готов был за нее по дому делать. «А ты, — говорил сыночку, — сказку читай да песенки пой». Так и берег свою любимую. 15 лет после родов еще прожила. Правда, детей больше не решились они заводить. Вера все сокрушалась, ругала мужа. «Уж не позорил бы ты меня. Вон бабы засмеют. Ничего по дому не делаю. Все на мужике. Что за хозяйка такая?» А бабы не смеялись, а завидовали. «Ой, Верка, дала бы ты нам своего Андрея в аренду. Хоть денек бы твоей жизнью прожить». Она только улыбалась в ответ. Так с улыбкой на лице и ушла из жизни. Андрей проплакал несколько дней. Но плачь, не плачь, жену уже не вернешь, а сына надо поднимать, чтобы на своих ногах крепко стоял. Но судьба опять решила все по-своему. Сын школу окончил и уехал учиться в город. Оттуда в армию забрали на Дальний Восток. Так он там решил и остаться, уж больно ему те края по душе пришлись. Если честно, то после смерти Веры отношения с сыном у Андрея не ладились. Каждый переживал горе по-своему. К сожалению, оно их не сблизило, а, наоборот, еще больше развело. Сын отца почитал и уважал, но душевных отношений у них не было. Вот так Андрей и остался совсем один, однако не унывал, любил с молодежью деревенской общаться. Байки им то у магазина сельского рассказывал, то на лавочке возле дома. Любили Андрея в деревне, и стар, и млад. Мужик он был добрый, работящий, не пьющий. Сын писал редко, особо в жизнь свою личную и семейную отца не посвящал. Знал Андрей только, что семья у сына имеется, и подрастает у него на другом конце страны внучка Верочка. Видимо, сын в честь рано умершей матери дочку назвал. Андрей все их семьей в гости ждал, но они почему-то так и не приезжали. То работа, то времени нет, то одно, то другое. Внучку видел только по фотографиям, а девочке уже 7 лет исполнилось, а с дедом они так и не виделись ни разу. Между тем Андрей, так и не дождавшись сына в гости, завел себе друга верного. Да не просто там какую-нибудь дворняжку, а самого настоящего волка. Сперва он, конечно, был волчонком, когда его Андрей у браконьеров в лесу забрал. С тех самых пор он полностью доверял своему спасителю. К середине лета волчонок подрос, раздался в груди, его шкура блестела и лоснилась от сытости. Он был очень дружелюбный и веселый зверь. Андрей построил специально для волчонка крепкий просторный вольер. Но жить все-таки волк предпочитал в доме возле теплой печки. Прошло еще немного времени, и волка все чаще стало тянуть в лес. Он уходил туда незаметно для хозяина, пропадал там дня 2, а потом опять появлялся в избе и устраивался возле своей любимой печки. И вот как-то заметили деревенские, что Андрей ходит по селу темнее тучи, словно в воду опущенный. Не улыбается, не шутит, по обыкновению на лавке возле дома не сидит. Стали расспрашивать, что произошло,
И оказалось, он получил письмо, в котором невестка сообщила, что они с семьей попали в аварию. Внучка в тяжелом состоянии в больнице, а Андрей погиб. С того времени прошло уже больше 2 месяцев, а он даже попрощаться с ним не мог, потому как известие получил только сегодня. А главное, от невестки больше никаких вестей. Письма она не пишет, на телеграммы не отвечает, телефон не берет. Как узнать, какое у внучки состояние? Пожилой мужчина тут же засобирался в дорогу, но тут его судьба снова совершила резкий поворот. В день отъезда, рано утром, у дома остановилась машина. Из нее вышла молодая бойкая женщина. Увидев во дворе Андрея, она спросила, не он ли отец ее покойного мужа. Андрей подтвердил, что это действительно он. «Я вам внучку привезла. Помогите выгрузить инвалидную коляску», — попросила женщина. Андрей обрадовался. Невестка наконец-то приехала вместе с Верочкой познакомиться со стариком, но радость его быстро улетучилась. Ничего не объясняя, женщина села в машину и уехала. Позже он смог все выяснить у девочки, и еще найденные в ее вещах медицинские документы дополнили картину. Казалось, что это была не мать девочки, а мачеха. С настоящей матерью Верочки Андрей прожил совсем недолго. Та стала после рождения дочери сильно выпивать, за ребенком следила плохо, а в один из дней вовсе ушла из дома навсегда. Андрей сперва подал в розыск, который ничего не дал, а потом на развод. Через год он женился снова. Вот поэтому мачеха и не захотела возиться с чужим ребенком, а привезла Верочку к дедушке. Теперь пожилой мужчина понимал, почему его сын не хотел посвящать старика в свою жизнь. Он просто берег отца. Верочка после аварии пострадала не сильно. Травмы ее были по большей части не физические, а психологические. Ее парализовало, но врачи утверждали, что она рано или поздно должна встать. Нужно только время и какой-то толчок. И стал Андрей ухаживать за своей единственной кровиночкой. Окружил ее заботой и любовью. А главное, у девочки появился настоящий серый друг. Она шла на поправку прямо на глазах. Дед почти каждую неделю ездил к знахарке в соседнюю деревню. Она давала травы для девочки, настойки разные, которые ей помогали. И вот однажды вечером случилось непредвиденное. Когда дед сидел по обыкновению возле кровати девочки, в дом ввалилась пара молодых людей. Оказывается, Андрей по невнимательности забыл запереть входную дверь. Наркоманы где-то прослышали, что старик лечит свою парализованную внучку какими-то чудными зельями, и они решили, что лекарство на основе наркотических веществ. Вот и решили наведаться к старику. А потом можно и за девку взяться, предложил один из них. Они даже и не предполагали, что могут получить серьезный отпор. В это самое время, когда уроды избивали и пытали старика, в избу ворвался волк. Он чуть не разорвал извергов в клочья. Благо, тем удалось каким-то образом вырваться и рвануть по улице подальше от этого дома. Верочка бросилась на помощь дедушке, который лежал на полу. Она даже сперва сама не поняла, как это получилось. В этот момент она совсем не думала о себе. Видимо, стресс сработал как спусковой крючок. С тех самых пор Верочка окончательно встала на ноги, и теперь она стала ухаживать за дедушкой и лечить его раны после нападения наркоманов. Теперь они стали настоящей дружной семьей. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.